Привет, друзья! Сегодня мы движемся в сторону Дянчэня. Это округ на границе с Вьетнамом и Лаосом. Сейчас мы выехали из города Пуэр. По дороге навещаем некоторые фабрики, знакомимся с местным чаем. Здесь делают в основном зеленый, красный и некоторые другие сорта. Конкретно здесь вот сейчас растет сорт, который называется Шихао. Многим он знаком уже, или 10-й номер. Из него делают Дяньхун, некоторые из него делают Шупуэр экспериментальный. Вот мы тоже делали и наш, в том числе из этого сорта. То, в принципе, как увидел, сразу понятно, он такой крупный лист. Немножечко даже лист есть, особенно вот эти вот, которые округлые, напоминают чуть-чуть фошоу. Только фошоу он более плотный, немножко более темный и чуть-чуть побольше, даже так заметно побольше, я бы сказал. Вот. Но тем не менее, издалека, вот как увидел Шихао, сразу все понятно. Здесь конкретно много разных фабрик, какие-то крупные, какие-то мелкие, какие-то фермерские, какие-то огромные. Вот, то есть все есть, поэтому пока знакомимся. Сегодня у нас начинается путешествие на несколько дней, тоже на машине. Проедем по этому региону, потом поедем уже севернее горам, наверное, скорее всего, на Лаошань, посмотрим, как получится. Так или иначе, будем расширять и географию присутствия нашего, и наши, скажем так, контакты, доставать новые интересные сорта, заказывать новый интересный чай. В общем, все как мы любим. Начинаем движение. По дороге увидели такой вот интересный чайный садик, чайный детский садик, как называется, чамяо. Как-то раз мы такие уже, конечно, видели в разных местах, но решили здесь отдельно остановиться, потому что это интересно. Интересно тем, что разведением этого садика занимаются не чайные фермеры, а отдельные фермеры, которые именно вот целенаправленно разводят саженцы. Причем не только чайные, но также вот смотрю, какие-то другие культуры. Я не знаю, что это, может, какие-то плодовые деревья или еще что-то. Это именно целенаправленно для того, чтобы потом перепродавать тем, кто именно уже выращивает чай. Причем здесь есть несколько сортов. Прям на входе сюда висит такая табличка, написано там, что вот там Лао Пинджун, старый сорт, как здесь называется, Сюэя сорт, Мариу Хуанья сорт, то есть вот Байча, то есть разные сорта кустов. Все они здесь у него представлены. Собственно, по мере необходимости у него приобретают их местные чайные фермеры. То есть вот прям такой вот большой довольно сад. Тут, я так понимаю, тысячи просто кустов. То есть, судя по тому, как активно здесь все выращивается, они достаточно востребованы. И еще в чайном садике, несмотря на то, что об этом не было написано на рекламе, есть, кстати, небольшая такая грядочка цзэджуаня, или, как правильно можно перевести, пурпурное обаяние, литературный перевод, ну или пурпурная красота, пурпурное изящество. Этот сорт довольно молодой, но уже в том числе и у нас был. Прежде всего, он выделяется своим внешним видом, такие вот пурпурные прям почки, когда вот именно уже взрослые кусты, это прям очень сильно видно. Да и сейчас, в принципе, видно, форма листа такая остроконечная, чем-то напоминает, может быть, дансуны, но тоже отличается и от них. То есть абсолютно необычный сорт. И про него довольно много написано в плане именно его пользы для здоровья, и то, какой он там необычный, полезный и так далее. Одно время был такой некий даже вокруг него хайп своего рода, но сейчас он немножко пошел на спад. Как я общался с очень многими фермерами и продавцами чая, говорят, что как-то китайцы не очень поняли его вкус. Но, тем не менее, по-прежнему его выращивают. Сейчас вот в том числе в этом году экспериментальный там один чай попробовали. Красный чай из Цзэджуаня делают и так далее. У нас он, кстати, тоже появится в этом году. Поэтому оцените новые интересные экспериментальные варианты из экспериментального сорта куста. Сейчас мы находимся почти на границе с Вьетнамом. Это Дянчэнь, уезд такой на, получается, юго-востоке Юннани, ближе
действительно границы Лаоса и Вьетнама. Здесь больше чаще делают зеленый чай, ну вообще на самом деле много чего делают. Нету только, может быть, гушуча, и поэтому среди таких заядлых любителей пуэров место не особо известное, но тем не менее интересное. Сейчас мы приехали на одно из производств, которое занимается зеленым чаем. Сейчас уже такой, скажем, чай не первого сбора, потому что сейчас начало апреля, но чай здесь начинают делать в начале марта. Но чай уже считается как бы поздний. Поэтому сейчас здесь делают такой бюджетный, доступный люйча. По технологии похоже на хотсин, на белочунь, может быть, отчасти немного. Здесь его называют просто часто бендича, либо белочунь, либо хотсин. Кто как, потому что говорят, что вы делаете? Мы делаем зеленый чай. Такие шарики скрученные, очень похожи, как у нас в прошлом году тоже продавался чаек, назывался Баоло Люйча, это тоже одно из названий фермерских. Сейчас здесь вот происходит видео, пришли только что сборщицы, мы попробовали партию, которая только что вот сегодня сделана. Понравилось, будет такой бюджетный доступный чаек отсюда. Интересный момент из таких вот необычных, то, что сейчас здесь из-за того, что сырье довольно дешевое, и как бы сейчас сырье не разделяют. То есть конкретно здесь, например, вот в этом вот сборе, тут у них и Бенди Пинжун, так и называемый, или Лао Пинжун, то есть старый сорт, и Шихао 10 номер попадается, и даже, что меня особо удивило, это Цзэцзюань. То есть реально очень много почек Цзэцзюаня, потому что на пике моды очень многие начали сажать Цзэцзюань везде. Сейчас в последнее время он часто встречается, и его просто вот замешали, то есть его не выделяют отдельно. Он вот вместе со всеми остальными сортами. Тем не менее, единица сбора флеш, здесь 2 листа и почка стандартная. Когда как бы делают более высокосортный хотсин, обычно берут 1 лист и почку, но, собственно, и стоит он сильно дороже. Здесь же флеш 2 листа и почка, причем собрано, несмотря на то, что это доступный чай вручную, естественно, никакого машинного сбора здесь нет. Хватает местных сборщиц, тут целая армия. Только что еще одна бабушка пришла. Собирают достаточно хорошо. Я так внимательно смотрел, какое сырье. Ну и чай, в общем-то, вкусный. Особенно учитывая, что это бюджетная категория. Сейчас немножко посмотрим, как его делают. Здесь цех для производства чая. В общем-то, весь технологический процесс довольно прост. Только что стоял у Вэйдяо, значит, больших не машин, даже просто емкость для Вэйдяо, где включается вентилятор и выгоняется первичная влага. Это есть практически на любом производстве чая, потому что во всех чаях, вне зависимости от сорта, эта стадия обязательно. Далее идет немножко различий. Конкретно хотсин местный, или тоже называют его некоторые белочунь, прогоняют через 3 стадии термообработки. Первое — это шатсин, то есть убийство зелени. Часто еще на таких вот шатсин-машинах делают шатсин шенпуэра, когда делают первичную обжарку именно такого самого доступного шена, не ручной обжарки. Вот, и сделают именно как обжарку и как бы все, и после этого сушат. Но конкретно зеленый чай требуется после этого еще идет хунган, то есть сушка на такой же машине, как и для производства красного чая. То есть обычно после ферментации красного чая тоже делают хунган. Здесь же после шатсина, убийства зелени, делают хунган зеленого чая. И после этого идет чао-тин, то есть вот эти вот машины, которые по несколько часов обжаривают, придавая форму заодно, значит, чайному листу. И после этого еще дополнительно еще происходит хунган, еще одна сушка. Вот такая вот примерно технология, причем она не бывает тоже немножко разнится, в зависимости от пожеланий клиента, там нужно какой-то размер сделать, еще что-то. Все это бывает очень по-разному. На этом производстве конкретно делают в основном только зеленый чай. Это видно даже потому, что вот есть только одна машина для сминания жаунен и все. Вот, все остальные машины, они все для зеленого чая, поэтому, в общем-то, они узкоспециализированы на одном сорте. Единственная разница, что в зависимости от сезона, они, значит, соответственно, сейчас еще не пошел, значит, крупный побег, который идет где-то примерно в июне. Как ни странно, хоть он и более такой, скажем, пустой по вкусу, меньше имеет ароматов, что это летний чай, они продают его немного дороже, потому что он более красивый. Но мы как раз достали все-таки весенний, хоть и последний, но весенний, который имеет гораздо больше аромат и при этом доступную цену, поэтому очень будем рады сотрудничать с этим заводом тоже. Вот у нас, собственно, машина для обжарки. Не так часто вы наблюдали такие машины в моих видео, потому что зеленым чаем мы раньше занимались гораздо меньше. Тем не менее, вот, да. Похоже, кстати, машину мы наблюдали в UNC, где тоже UNC Хотсин, тоже технология похожа обжарки многочасовой. На самом деле машина выглядит такой немножко грязной, но на самом деле тут в основном не грязь, а тут пух от почек, потому что когда поднимается огромный слой ворса от почки, покрывается им абсолютно все на производство. И часто, например, даже те же механизмы, например, здесь есть механизмы, они там требуют смазки, как бы они смазаны, сверху покрываются вот таким вот слоем чайного, значит, пуха. Изначально выглядит не очень, а потом смотришь, ох, так это же оно. Чайная самое, что ни на есть, почка. Ну, собственно, после этого чай уже проходит еще финальную сушку, и он готов. Но, кстати, я еще слышу, что некоторые не делают финальную сушку, они сначала делают хунган небольшой, потом здесь дожаривают, и после этого как бы все. Технологически правильно все-таки еще делать финальную сушку, хунган, и тогда уже чай готов. Вот у меня в руках уже готовый продукт, который еще подлежит отсеиванию от всякого мусора, и, может быть, там местами еще череночки обламывают.
Как правило, это делается вручную уже. И, собственно, чай готов. Вот так вот выглядит, такой подскрученный. Здесь довольно мало почек. То есть обычно, когда более высокосортный и белочуни, хуцин, там как бы больше почек. Как вы помните, есть тоже юнси хуцин. У нас тоже чаек как бы уже такой высокогрейдовый. А этот самый-самый такой простой. Тут причем и форма листа бывает немножко разная, скрутка. То есть он такой неоднородный. Более того, бывает даже цвет разный. Это в том числе еще из-за того, что сырье с разных кустов. Но это опять-таки издержки доступной цены конкретно этого производства. Внешний вид такой достаточно простой и неоднородный. Соотношение цена-качество, я считаю, у него идеальное, потому что он имеет довольно яркий аромат, хороший такой, может быть, довольно простой, но тем не менее сладкий вкус. Его можно заварить и крепко, и даст он мощи. Можно заварить нежно, будет такой достаточно тонкий, приятный зеленый чаек. Ну, то есть, как такой зеленый чай на каждый день, я считаю, достаточно хороший чай. Затем мы с этой фабрикой распрощаемся. У нас еще впереди много дел. Вот и наш рабочий день подходит к концу. Сегодня проехали несколько, там, пару сот километров по Юннани, по юго-востоку Юннани. Посетили несколько производств. Не везде мы снимали, потому что просто не всегда это бывает даже подручно, просто потому что хочется с людьми пообщаться, а не сразу им камерами тыкать в лицо. Нашли несколько хороших контактов по зеленому чаю, прежде всего. В том числе нашли довольно-таки интересный сорт местного своеобразного такого лао-ча. Такой полушайтин, полузеленый чай. Получился нечто среднее между хайчой и лао-шэньчой рассыпной. Весьма забавный сорт. Тоже у нас будет. Его совсем немножко, всего несколько килограмм, потому что была всего одна коробка. Очень люблю такие штуки находить, потому что это реально раритет. Такие тут пейзажи. Внизу бананы, наверху чай. А еще выше вон там дикорастущий лес. Тут как бы довольно-таки так уже диковато, много деревьев, леса, это довольно приятно. Но внизу, вот в середине между лесом и бананами, везде чай. Здесь конкретно, вот сейчас я думаю, плантации тоже сорт Шихао, если не ошибаюсь. Он такой самый здесь распространенный из новых сортов. Син Пинджун, как говорят. Как ни странно, некоторые сорта вот такие молодые, они, как они более красиво дают побег, лучше устойчивы ко всяким разным вредителям, заболеваниям, там прочему. Больше ценят, чем старые сорта, так называемые лао пинджуны. Поэтому, как правило, это типа лао пинджуна, а это вот, смотри, там сюя, там снежная почка, или дабайхао, или, вот, собственно, шихао, 10 номер, то есть вот эти сорта в этом регионе особо распространены. Мы будем продолжать свой путь дальше. Завтра надеемся доехать до Айлаошань, вот хотя бы до подножия. Будем ехать в место, которое называется Цзиньцзяджай, потому что я там еще не был. Интересно побывать везде, где есть древние чайные деревья. Вот сейчас мы тут пока по бюджетному чаю, а потом впереди у нас чаек более, скажем так, раритетный и редкий ждет.